Всем привет, мои дорогие, а это у нас новое прохождение Клан Фолка, так как при переустановке винды мои сохранения, к сожалению, были утеряны. Но вы не отчаивайтесь, новое прохождение суперсемейки сейчас начнется. Для тех, кто только подсоединился, Клан Фолк — это менеджмент выживания кланов в средневековой Шотландии. Мы будем управлять кланом и выведем его на вершину шотландской иерархии, конечно же. И у меня очень важная новость для вас, ребята. Если вы хотите прохождение Клан Фолка, следующую серию, мне необходимо от вас четкий сигнал в виде лайков и комментариев. Тогда я пойму, что вам интересно это прохождение, и для меня это будет стимул снимать новые серии. Ну что, мы никого не будем тянуть за яйца. Погнали! Так, новая игра. Как обычно, на счет 10. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Мы начинаем. Создать мир. Нас закинуло на вот такую карту. Карта классная, зерно такое, настройки вот такие. Кому интересно, можете параллельно начинать со мной. Мы создаем клан. Выбираем вот такой вот Макдональд на море и на суше. Хотя море у нас здесь очень мало, но суша имеется. Новое начало. И нам по умолчанию выдает вот такую семейку. У нас есть Патрик, он у нас будет плотник, это великолепно. Катрин, она у нас имеет хорошие навыки по сбору урожая, это тоже великолепно, но она, скорее всего, долго не проживет. А Кетти, или Кити, да, Кетти, она у нас занимается убеждением, не знаю, понадобится ли нам это, но что поделать, она еще и ленивая, ну как так, ладно. У нас есть Самуэль, тоже, зачем нам два убеждения, ладно, он у нас будет еще заниматься уборкой, ну хоть хорошо. Это Флоренс, она у нас великолепная, ткачиха будет, это просто класс. И Хенри тоже убеждение, а это нам не интересно. А мы можем как-то изменить их? Да, у нас есть цена сброса 5. Давайте сделаем. Вот цена сброса Хендрика, да? Хендрика или все же... Давайте Кетти сбросим. Да не, ну вы что, ребят, нет, так не пойдет. Да не, ну они издеваются. Я сделал 3 сброса и все выпало на убеждение. Ладно, ничего не поделать, ребята, ничего не поделать, нам придется начинать так. Все, погнали, начать. Так, отлично, нас забросило вот на такую вот карту. Мы внизу, что ли? Да, первый раз нас кинуло не в центр, но это хорошо. Это даже отлично. Почему? Потому что здесь мы будем сразу расстроить и здесь будем делать поля. Хорошо. Теперь у нас есть очень важный момент. У нас есть стратегический план. Это быстро дойти до камней, чтобы мы могли строить каменные стены и сделать каменоломню. Из прошлых серий мы это изучили. Далее у нас есть тактический план. Нам нужно, чтобы прийти к стратегической цели, добывать ресурсы и прокормить наш клан, чтобы он зимой просто не вымер. Все, погнали. Так, добро пожаловать. Все, начинаем. Камера, двигаем камеру туда-сюда. Все это сейчас мы быстро сделаем. Патрик у нас хорош. Вот так вот. Обучение будет идти быстро. Почему? Потому что я уже играл в эту игру, и в принципе у нас все пойдет гораздо очень быстро. Поэтому не переживайте, что будет скучно или нет. Скучно не будет. Мы сейчас быстро все поймем и сделаем так, что развитие пойдет очень быстро. Что нам нужно сделать дальше? Для тех, кто первый раз подсоединился, быстрое обучение, вам будет показано, что да как делать, а поэтому вы в игре не потеряетесь, а наоборот будете прогрессировать, и, возможно, даже вместе со мной, если выбрали именно такую же карту, как и я. У нас сколько? 6, да, человек здесь? Все, положили всех, все будут спать, у каждого есть свое место. Дальше, по работе. Нам нужно выбрать работу и сделать сейчас сбор ягод. Это делается просто вот так. Все, отлично. Ускорим этот процесс, чтобы они быстро добывали. Теперь нам нужно сделать склад. Давайте вот здесь сделаем. Отлично. Что они хотят? Еще раз размещение. Выберите размещенный склад. Выбираем размещенный склад, выставляем приоритет, делаем сброс приоритетов, выставляем. Здесь мы можем регулировать, хотите яблоки, хотите сюда ягоды ложить, либо нет. В данном случае надо. И приоритет обратно выставляем сюда. Далее. Мы можем расширить склад, да? Да, здесь мы можем хранить пищу. Расширение склада довольно-таки легкое. Далее нам нужно что сделать? Работа. И нам нужно собирать ресурсы, то есть камни. Камни у нас есть. Хорошо. Теперь увеличим скорость и пойдем. Далее нам нужно собрать ветки. Веток много не бывает, вы это знаете, да? Ветки зимой нам очень пригодятся. Сейчас мы наблюдаем, как наши клановцы, шотландцы, собирают ресурсы по нашим планам. То есть потому, что мы им приказали делать. Здесь прямого управления нету, как и в RimWorld, поэтому все делается вот так. Ну, интуитивно, несложно. Далее. Нам нужно сделать рабочее место. А рабочее место пока мы поставим сюда. Хорошо.
Увеличим скорость. Отлично. Вот так вот, ребят, думаю, будет удобнее. Все. Погнали. Сейчас, так как мы здесь запланировали постройку, вот человек, у которого больше всего выше постройка, скорее всего, будет этим и заниматься. В данном случае это у нас Самуэль. Строительство у него 3 из 5. А давайте-ка посмотрим, кто у нас лучше всего занимается строительством. И да, скорее всего, это будет Самуэль. Хотя Кристан 3 из 10, а у Самуэля 3 из 5. Сделаем вот так вот, а это понизим вниз. Далее, что нам предлагает игра, это выберите построенное рабочее место, мы его выбираем и делаем серп. Прогресс создания виден на это, если на нее нажать, предмет будет удален из очереди. Мы, когда на него нажимаем, он удаляется, поэтому мы добавляем его еще раз и не делать. Здесь у нас камень нужен для сбора травы и камыша. Нажмите, чтобы соорудить каменный серп. Нажали. Пока ваши подопечные соберут все нужные ресурсы и смастерят серп. Не забывайте, что вы можете ускорять время. А кто у нас будет заниматься этим? Такое ощущение, что у нас не хватает. А, нет. Кристан. Кристан у нас получается починка нет. А кто этим занимается? Тоже строитель? Ладно, пусть будет 2 строителя, это неплохо, но она будет на самом деле у нас хорошим сборщиком урожая. Это очень и очень важно. К этому нам тоже нужно быстро стремиться, ребята, особенно новые игроки в эту игру. Сбор растений мы открыли. Отлично. Сбор растений есть. Каменный серп открыл к сбору. Попробуйте на камыш, у побережья. Собираем камыш. Пусть собирает. Камыш тоже очень важный ресурс. Имейте в виду, мы можем... Камыш это вообще имба, он неограниченный. Мы его можем постоянно садить. Он быстро растет и использовать его для соломы. Вот так вот, ребят. Ускоримся. Хорошо. Так, у нас есть молотилка. Первая молотилка. Так, хорошо, что у нас есть? Нужно больше постелей. Сделаем еще одну кроватку. Поставим ее вот сюда. Нужно больше воды. Мы сделаем вот так вот. Отлично. Далее обучение идей. У нас есть идеи. Идеи очень нужная такая инфограмма. Здесь можно хранить компоненты для ремесла. Давайте сделаем вот так вот. Пусть здесь лежат. Все. Ветки сразу положили сюда. Давайте расширим этот склад. Почему нам нужно его расширить? Сейчас вам объясню. Потому что сюда еще будут складывать камешки. Отлично. Видите, у нас Хенри идет, уже складывает сюда ветки. Сейчас Самуэль сложит сюда камни. Раз, два. Возможно, что солому тоже туда положит. Но не факт. Ускоряемся. Дальше у нас открылась молотилка. Погнали, быстро сделаем молотилочку. Почему я сейчас все сосредотачиваю в одном месте? Потому что сейчас мы будем вот здесь вот примерно. Где? Да, где-то примерно здесь начнем строительство первой хижины, а здесь нам место тоже нужно будет. Даже чем ближе к воде мы это сделаем, тем лучше будет на первых этапах игры. Нужна уборка, то есть нашим ребятам не хватает места для мытья. Хорошо, мы сделали молотилку, и что нам это дает? Обучение, молотилка. Выбираем молотилку, сбор растений. Нам нужно, допустим, давайте траву соберем. Вот эту траву соберем, эту траву соберем, вот эту траву соберем. Все. Закрываем. Ускоряем. У нас есть серп. Погнали. Давайте сделаем еще один серп. Так будет работа идти быстрее. Хорошо. У нас есть 2 серпа. Отлично. Семена травы. Траву тоже можно сажать. Возможно, она вам пригодится. Подождите, пока ваши подопечные соберут растения. Теперь поселенцам нужно переработать скошенную траву. Что для этого делаем? Выбираем молотилку, семена травы, солому. Автопроизводство на 100, чтобы всегда пополнять запас до 100. Хорошо, выполняем до 100. Закрываем вкладку. Экстренная форсированная работа. Отлично. Открыть чертеж. Требуемый навык. Понятно. Здесь сделаем приоритет тоже 10. Все отлично. Ловушка для угря. Тоже очень важный ресурс. Нам нужно ее быстро поставить. А поставим мы ее давайте-ка вот сюда. Отлично. Кристан молодец. Смотрите, она у нас работает. Все шикарно. Хорошо. Сделали. Обучение по расписанию. Выбираем нашу ловушку для угря. Выбираем угря. 2 партий. Хорошо. Далее ждать до завтра. И здесь мы выбираем повторить очередь постройки. Далее выбираем приоритет, закрываем вкладку и теперь выбираем нашего охотника, например, это будет Патрик, и выставляем сюда приоритет. Отлично, все, закрыли. Но давайте сейчас мы чуть-чуть по-другому сделаем. Кто у нас на самом деле лучший охотник? Неужели это Патрик? Если это Патрик, то да. Патрик. Хорошо, пусть будет Патрик. Нам нужен костер, ребята. Ставим костер по-бырому. По костру ставим его подальше от растений, потому что вот в этом красном кружке все, что попадает в этот радиус, будет возгораться. Давайте его даже, может быть... Так, я забыл, как мы можем крутить? R крутим. Вот так шикарно будет. Все, отлично.
Пока так сделаем, в дальнейшем мы костер поставим в другое место. У нас нету камней. Собираем камни. Блин, что плохо, очень плохо, и мне сейчас это не нравится. Камни очень далеко. Но ничего страшного, мы не с таких ситуаций выходили в прошлых сериях. Отлично, костер построили. Далее. Ограничители по готовке. Очень важно. Размещаем ограничитель. Вот эту кровать надо убрать отсюда. Мы ее убираем. Сразу поставим новую кровать в другое место вот сюда. Здесь сделаем угорь. Настроим на 20. Не многовато ли? Ну, для начала сделаем 20. На самом деле мы потом уберем. Все. Далее. У нас появилась мотыга. Мотыга нам тоже нужна, и нам нужно сделать, чтобы у нас всегда было 2 мотыги. Отлично. Точно так же и с серпом. Нам нужно, чтобы у нас всегда было 2 серпа в запасе. Если серп сломается, автоматически его сделают. Имейте в виду, это очень удобные функции. Здесь на самом деле игра очень продуманная. Собираем еще ветки. Сразу видим, как наши клановцы начинают. Соклановцы даже можно так назвать. Собирают веточки. Хорошо. Много всего, что нам сейчас нужно сделать. По порядку начинаем. Обучение по имуществу. Имущество, орудия. Угу. Хорошо. Далее. Камни. Камни. Собираем камни. Мы разве не назначили их собирать камни? Придется здесь собирать. Кто-то пойдет собирать камни. Далее нам нужен каменный топор, тоже его делаем, и делаем здесь тоже на 2, чтобы всегда 2 топора у нас было в запасе. Мало пищи, с этим скоро справиться, но давайте на всякий случай вот эти ягоды соберем. Отлично. Далее нужно больше уборных. Выгребные ямы мы сделаем покамись, давайте сделаем вот здесь покамись, недалеко. Так, хоп-хоп, все, готово. Отлично, выгребная яма готова, и у нас сразу появляется вспаханная почва, соломенная лежанка и грунтовые дорожки. Требуется соломенная лежанка. Ну как требуется? Пока не очень-то и требуется на самом деле. На самом деле нам нужны стены. А чтобы стены сделать, нам нужны валуны. Но до валунов нам еще огогей, как эгегейский просто. Посмотрим, как будет сейчас дальше идти. По стенам давайте все же посмотрим, что у нас есть со стенами. Постройки. Стены. У нас нету стен, потому что нам нужно сейчас вырубать деревья. А никто не сделал, что ли? Смотрите, ребят. Вот только Кристан начинает делать. Промотаем это время и увидим, как каменный топор изменит. Все отлично, каменный топор есть, и сразу открылось все, что нам нужно. Сразу же мы здесь выставляем на кирку. Кирки нам нужно 2. 2 всегда должно быть в запасе, отлично. Обучение, список навыков. Очень интересное меню, интерактивное. Здесь мы можем выставить приоритеты. Например, земледелие. Мы его опускаем вниз, либо вверх. Хорошо, да? Все, отлично. Земледение давайте поднимем вверх. Можно... я сам не знал, можно вообще отключить, чтобы он этим не занимался. Это офигенная функция. Все. С помощью этих кнопок можно изменять приоритеты. Это понятно. Потом мне нужно, чтобы ты сделал сюда максимум. Эту мы просто отключаем. Можно ее вниз сюда убрать, чтобы она нам не мешала. Потом более-менее, чем он еще может... Кстати, у нас нету повара, да? Это очень важно. Повар это очень... ремесло. Катрин хороший ремесленник. Это хорошо. Допустим, она первым ремеслом занимается. Ты у нас, получается, очень хороший плотник. И повар тоже хороший. Великолепно. Ты у нас тоже повар неплохой. Хорошо. Уборка на тебе. Тогда Самуэль у нас будет, в общем, почаще заниматься уборкой и складированием. У него неплохой склад, но уборку нужно делать чаще. Далее, Флоренс у нас швея, ткачиха отличная. Выставили. Так, уборкой ты тоже неплохо занимаешься. Это можно сразу отключить. Это отключаем. Вот эти все отключайте, чтобы ненареком просто никто этим не стал заниматься и не ухудшал себе настроение. Это такой тоже мини-гайд для вас, ребят, будет. Собирательство. Кстати, по собирательству. Блин, вот... у одного человека очень большие скиллы, и как бы он будет разрываться. Ну ладно, ничего страшного. Все, отлично. Здесь мы разобрались. Далее, прокручиваем. Нам нужно сейчас срубать деревья. Это очень важно. Пусть рубят деревья. Это нам даст ветки и бревно. Проматываем. Отлично. Груда камней, разделочный стол, предельня. Это все, что нам нужно сейчас. Отлично идея. Убрать все, добывать камень. Это нужно. Добывать гравий, орудия. Хорошо. Камни.
камни это на начальном этапе и все для вас, ребята. Имейте в виду, если вы только начали прохождение. Если ты опытный игрок, ты и так знаешь, что делать, и наверняка просто смотришь и наслаждаешься прохождением, а может быть напишешь в комментарии, что я делаю не так, и посоветуешь мне. Тоже не забывайте писать в комментариях и ставить лайки. Режим работы обычный, необычный и обычный. Все, отлично. Требуется сено. У нас опять нету сена. А это плохо, когда сена нету. Тогда будем сейчас косить траву. Косить траву. Все, погнали. Отлично. Здесь они вырубили. Это хорошо. Не забывайте, ребята, что есть еще пеньки. Их нужно корчевать. Корчевать эти пеньки нужно. Пока ночь идет, давайте попробуем распланировать, что мы можем сделать. Крыши нету и стены тоже нет. Мы не знаем, как открыть стену, поэтому мы заходим в идеи. Здесь могут вылезти подсказки. Смотрим. Стена. Бревенчатая стена. Нам нужно добыть 100 бревен, чтобы открылась бревенчатая стена. Каменная крыша. Нам нужно 20 волнов и 50 бревен добыть. И таким способом мы открываем абсолютно здесь все. Точно так, допустим, с репу. Нам нужно собрать репу. Кстати, этим сейчас мы и займемся. Давайте, пока ночь идет, поищем, что мы можем здесь собрать. Так, это у нас, это просто кустарник. А ночью-то нифига не видно, ребята. Грибы вижу. Это у нас кустарник, да? Обучение сон. Да, я понял, мы можем просто прокрутить сон, но сейчас мы именно занимаемся тем, что ищем овощи. Репка, капуста здесь есть, лук есть. Это все растет. Но его очень сложно найти. Так, отлично, отлично, отлично. Смотрите, ребята, мы нашли грядку с луком. Небольшая грядка с луком, но мы ее соберем. Соберем, отлично. Это была небольшая грядка с луком, кстати. И вот это вот вереск, мы его тоже можем продавать, если что, имейте в виду. Лук нашли. Ой, ребята, смотрите, что мы тут нашли. Мы нашли. Это грядка с капустой. Она выглядит вот так вот. Ее здесь очень много. Это великолепно. Далее, что мы нашли еще? Это у нас идет куст ягод и грядка с фасолью рядом. Вот фасоль выглядит вот так. Это тоже очень нужный ингредиент. Мы его в дальнейшем сможем высаживать. Поэтому прямо сейчас мы займемся тем, что вот это все нам нужно собрать, ребят. Обязательно собираем это в начале. Объясню далее почему. Это такой мини-гайд для тех, кто хочет хорошее прохождение себе обеспечить сразу с начала игры. Фасоль собираем. Фасоль, фасоль. О, здесь фасоль. Ой-ой-ой. Ой, великолепно. Это у нас репа, ребята. Репа тоже. Репу мы нашли. Великолепно. Ой, как это просто шикарное начало. Великолепно. Ой-ой-ой, сколько здесь репы. Это все мы забираем. Конечно, какой минус в этом? Единственный минус, что это находится далеко от нашей базы. Получается, лук мы нашли здесь далеко. И фасоль и так далее нашли очень далеко от нашей базы. Но, может быть, вам повезет, и вы найдете ее ближе. Все, далее мы прокручиваем. Нам нужно сейчас, чтобы закончилась ночь. Потом работа есть для наших соклановцев шотландских. Когда они будут добывать семена, допустим, той же самой репы, той же самой там лука, мы будем их высаживать. И давайте сейчас это уже начнем продумывать. Например, здесь мы начнем наше первое строительство дома. Здесь у нас торф. Да, я не знаю, можно ли на торфяном болоте что-то строить, поэтому нам, скорее всего, придется как-то строить вот так тогда дом. Вот так вот примерно, да. Здесь будет жилой сектор, здесь уже будут примерно наши животные, здесь будут рабочие сект, поэтому, наверное, надо будет где-то здесь строить грядки. Далеко? Да, далеко. Тогда давайте сделаем так. Вода находится здесь, мы будем здесь делать грядки и потихоньку будем переезжать сюда. Здесь будем строить уже жилой сектор в первую очередь. Так и сделаем, ребята. К сожалению, нам нужен будет переезд. Но переезд мы начнем только уже с утра. День второй начался. Так как сейчас работы начались, ребята, мы потихоньку будем перетаскивать наше хозяйство сюда. Обучение вы можете выбрать сразу все одинаковые предметы с помощью мультивыбора. Да, мультивыбор, кстати, здесь присутствует. Если мы, допустим, бревно выберем, он нам сразу покажет все бревна. Великолепно. Выбираем бревно, мультивыбор, но он хочет, чтобы мы выбрали всех поселенцев. Все. Отлично. Попробую выбрать всех поселенцев с левой клавишей Shift. Да, чтобы два раза нажать, мы можем просто шифтовать. Выберите 3 поселенца клавишей Ctrl. То есть Ctrl зажимаем и выбираем 3 поселенцев. Так, Ctrl зажали. 1, 2, 3. Все. Хорошо. А теперь мгновение я сейчас перенесу
наши спальники и места рабочие на то место, которое мы хотели сделать. Ну что, смотрите, ребята, у нас получается вот такое место будет новое. Мы переезжаем отсюда сюда. Как это делается? Делается все просто, если вы тоже захотите переехать. Вот эти, например, постройки типа рабочее место, костер, молотилку, мы просто их переносим, вот, убрать для переноса. Видите, у нас здесь стоит такие пометки, что эти структуры будут переноситься туда выше. Ничего сложного нет, переносим, а вот эти вот просто удаляем. Так, это какая кнопочка? X, да? X удаляем. Все, а здесь я уже заготовил, что будет у нас строительство этих спальных мест. Поэтому переезд, если вдруг вы задумаете, он тоже делается довольно-таки легко, так как место это не очень оказалось удачными. А выгребные ямы тоже уберем и построим их здесь. Только где они, выгребные ямы? Вот я подзабыл хранилище. Нет. Ремесло? Нет. А где у нас выгребные ямы? Вот они, выгребные ямы, пока поставим их тут. Все. Будем смотреть, как этот перенос будет работать. Сейчас все занимаются работой, суета, добывают сено. Кто-то будет даже заниматься переноской. Но, скорее всего, пока они не вырубят сено и не вырубят лук, вернее, не соберут лук, репку и так далее, никто переносить ничего не будет, я так думаю. Может быть, я не прав. Мы знаем, как с дерева. Нет, он понес туда, потому что там уже я назначил склады. Склады в первую очередь переносятся. Отлично. Здесь я уже поставил им место, где они будут мыть руки и где будут удовлетворять свою жажду по воде. Ну, отлично. Так, нам нужно сейчас стены срочно. Мы построим небольшой домик пока тут. Да, прямо вот здесь начнем. Такой небольшой домик. И по ходу еще дело нам что нужно. Сейчас пусть они сначала перенесут все. А мы пока подумаем над тем, где нам сделать посадки. Посадки очень и очень-очень важны. У нас, в принципе, здесь есть огромная территория для посадок. Давайте посадки будем где-то здесь начинать делать. В первую очередь нам нужно дождаться, когда они соберут, соответственно, назначенные нами. А что, они уже собрали, что ли? Нет, нет, нет. Видите, да, пометки идут. А здесь они у нас будут грядка с капустой и так далее. Все это будет собираться. Если вы по ходу игры будете шерстить карту, увидите какие-то посадки, вот, например, это, нет, это кустарник. Я всегда путаю этот кустарник с нашими бобами. По ходу дела шерстите карту, увидели там посадки капустки, там чего-то, хоп, сразу отметили. Вот, например, опять кустарник, да? На кустарник похож на бобы. Ну, пример был, вы видели, что как можно срезать, например, здесь мы нашли, что лучок, да? Лучок как добыть, добыть там еще что-то, репку. Здесь у нас что? Лен. Лен тоже нам пригодится в дальнейшем. Лен очень нам пригодится. О, вот что это у нас. Это грядка с репкой, но она еще не выросла. А вот это репка выросла. Сбор растений. Ой-ой-ой, здесь тоже репки много. Собрать репу. А репы очень много. Вот я шерстил карту, нарвался на репку. Все. Шерстил карту. Почему? Потому что у нас здесь пока идет перенос. Что перенесли? Перенесли огонь. Огонь перенесли, и он... Почему важно делать перенос, а не строить новое? Чтобы не терять время на настройку, допустим, вот это вот. Здесь у нас настроено уже, что угорь будет готовиться. Каждый день 20 штук. Точно так же сюда сейчас перенесут ловушку для угря. Печеная репа. Кто-то репку собрал. Так как репку собрали, нам нужно сейчас сделать что? Посадка, грядка с репкой. Этим прямо сейчас и займемся. Давайте. Нажмем на паузу, работка, так. Нет, сначала нам нужна посадка, нам сначала нужно вспахивание почвы. Сделаем пока ну что-то, давайте вроде... Нет, прям давайте отсюда начнем, вот здесь. Вот так вот. Это будет чисто репка. Тогда вот эту выгребную яму мы убираем. Почему убираю выгребную яму? Объясняю, ребята. Выгребная яма дает нам удобрение. Вот так и вот так поставим. Пока все. Как в почву вспахают, мы здесь высадим репку. Печеные луковицы, лук кто-то собрал. Сразу можно будет сделать печеную луковицу и печеную репку. Круто? Офигенно. Кайф. Я сам люблю эту игру, мне нравится в нее катать. Она мне доставляет моральное удовольствие. Все работают, все прекрасно. А грядка с капустой. Это тоже немаловажно. И нам немаловажно высадить это все сейчас, чтобы все росло именно сейчас. А грядка с фасолью. Шикарно. Отлично. Так. Ловушка для угря. Приоритет сделаем большой. Рабочее место приоритет сделаем большой. Здесь мы убираем, чтобы уже сюда не возвращались лишний раз. Все, это место покинуто. Как только они перенесут здесь
основные наши сооружения. Это место будет покинутым. Давайте посмотрим по стенам. По стенам пока ничего, к сожалению, нет. Но мы скоро к этому придем. Камней рядом нет, хотя есть небольшие камни. Это нам понадобится для чего? Мы сейчас, когда будем собирать камни, может быть, откроем именно стену каменную. А это уже топ. Флоренс еще, по ходу дела, нянчится с нашим пиздюком. Лили, давайте-ка что сделаем? Место еще не перенесли, да, рабочее? Нам нужно сделать побольше мотык. Видимо, одна из мотык сломалась, а никто не хочет заниматься переноской. Хотя мы выставили очень большой приоритет. А, вот кто-то идет. Кто-то... Нет. А, да, вот, по-моему, это у нас Флоренс занимается переноской, да? Хорошо, Флоренс, поспеши. Флоренс у нас болезненная. А, она еще подросток, короче, из-за этого все так медленно делает. Хорошо. Так как сейчас здесь делают выгребные ямы, мы сюда высадим, давайте, репку, наверное. Культуры, фасоль. Репку, наверное, высадим. Шикарно. Вот это то, что так хранится, это очень плохо. Оно портится. Поэтому имейте в виду, при развитии нужно все развивать очень быстро. Разделочный стол нам тоже нужен. Мы открыли бревенчатую стену. Бревенчатую стену. Разделочную. Давайте разделочную тоже установим вот сюда куда-нибудь. По бревенчатой стене что у нас вообще требуется? Нам нужно 5 бревен. У нас их 100. Можем себе позволить? Ну, в принципе, можем. Пока из бревна для начала это будет великолепно. Ну, вот примерно вот так вот, да, нам надо будет сделать. Что плохо бревно? Бревно горит. Это плохо. Это мы построили разделочную. Тоже нам понадобится. Давайте пока сделаем вот так и сделаем как-то... Нет, неправильно, убираем. Вот так вот правильно будет. Все, отлично. Так вот правильно, потихоньку будут строить. Думаю, хватит бревен нам на строительство. Здесь потихоньку высадка идет. Возможно, у нас сразу не хватит семян, чтобы все засадить. Но по ходу дела со временем всего этого хватит. Это у нас была репка, да? Тогда по ходу дела давайте что сделаем? Почва, вспахать почву. Сделаем вот так и вот так. Она перенесла что? Она перенесла ловушку для угря. Подождите, мы же перенос же сделали ловушки для угря. Почему ничего не сохранилось? Мы здесь должны выставить 20. Повторяющаяся очередь. Все, отлично. Это приоритет надо выставить большой, чтобы с утра они сразу ловили. Отлично. У нас еды мало осталось как бы. Но у нас есть фасоль. Фасоль мы поджарим. У нас есть репка. Репку тоже поджарим. Поэтому... Все, в принципе, неплохо у нас. Шикарно идет. Постараемся в этой серии добить домик. Небольшой сделаем домик. По сену у нас 157. Это немного. Сена нужно очень много. Но, в принципе, то, что репку по чуть-чуть высадили, это уже хорошо. Сейчас удобрит. Хенри удобрил. Так, грядка с репой. Спаханная почва. Удобрение 27, видите, да? А здесь удобрение 0. А здесь 29. Кто-то здесь вообще сильно удобрил. А тут... Нифига, это кто так удобрил? Это Патрик удобрил. Жестко. Но это временное решение, ребят. Это покамесь. Бревенчатый. Блин, я бревенчатый, если честно, не делал никогда домики. Я сразу выходил, но это еще было в прошлом патче. Сразу вышли на кирпичные. Это топовые стены. В прошлом прохождении мы сделали сразу каменные стены. Тоже это одни предтоповые, можно сказать, стены. Ну вот, сейчас приходится начинать так, потому что игра совершенствуется. Разработчики ее не бросают. Постоянно выходят какие-то мини-патчи, какие-то фиксы и так далее. Камыш. Камыш теперь мы можем высаживать. И это немаловажно. Хорошо, вот я только об этом подумал. Самуэль, ты красава, ты просто топарь. Силки нам не нужны, нам нужны ветки, нам нужно собрать вот эти вот все камыши. А потом, когда они их соберут, нам надо будет засадить их опять. Так, насколько удобрил? На 55. По приколу. Угорь поймали. Угорь они должны жарить здесь. По КД. Опа, крыса завелась. Вы это видели? Офигеть. Флоренс притащила сюда веточки. Патрик что делает вообще? Он хочет заняться готовкой. Ну, хорош. Куча соломы. Солому добыли, это важно, это хорошо. Но мне еще важно, чтобы именно кто-то занимался почвой. Ягоды. Тоже тема. По ягодам, не знаю, успеем в этой серии или нет. Если нет, то уже тогда потом вам расскажу. Ягоды — это тоже мощный ресурс именно на зиму. Вот эти все деревья придется нам вырубить. У нас
Не хватает деревьев. А здесь они нам как бы мешают все равно. Поэтому начнем. Репка растет. Кто у нас фермерством занимается? Смотрим навыки. А, это сбор урожая, а именно фермерство должно быть. Посадка. Вот, земледелие. Давайте сейчас. Кто у нас по земледелию более-менее? Более-менее ты. В первую очередь надо, чтобы он... А, вот тоже хороший земледелец. Отлично. Дети пусть тоже учатся земледелием заниматься, а в дальнейшем это им поможет. Крутим дальше. Хорошо. А по поводу крыши, скорее всего, крышу будем делать тут соломенную. А тут высадим, наверное, капусту или еще что-нибудь. Семена у нас же есть же. Ну, семена, скорее всего, лежат на местах, где они собирали. Скорее всего, не знаю, посмотрим. Но репы они высадили довольно-таки много. Это радует. То есть перед зимой мы еще урожай репы сможем собрать, а к тому времени, я надеюсь, мы уже сможем сохранить это получше. Ну, то есть оно так портиться лежать не будет. Сейчас мы здесь крышу сделаем, здесь сделаем небольшой склад, здесь сделаем там места для спальные места, чтобы они под крышей спали. Потихоньку все будет развиваться. Видели, да? Флоренс вообще молодец. Она очень часто светится. Мы обращаем на нее внимание, потому что она делает много работы и нужной работы. Она еще и успевает пиздюка нянчить. Отлично. Что это значит? Это значит, что нам нужно посадить культуру, например, фасоли, да? Или капустки. Бонус скорости 33. Ну, давайте капусту высадим здесь. Высадим здесь капусту и сразу примемся почву вспахивать новую. У нас еще есть фасоль. Построили. Отлично. Что у нас по крыше? А вот по крыше у нас нужно посмотреть. Крыша. Каменная крыша мы пока не можем сделать. Так, а соломенная крыша? Соломенной крыши нету, что ли? Кто видит соломенную крышу? Я не вижу. Только вижу каменную крышу. Деревянный мост, нифига себе. Крыша. У нас пока вообще никакой крыши нету. Ладно. А что за каменный мост? Давайте посмотрим. Деревянный мост. Как его здесь можем сделать? А, мы здесь не сможем сделать, но мы это уберем тогда. Давайте. Деревянный мост. Вот так вот сделаем. Они могли, если что, пробегать тут. Это будет красиво, во-первых, смотреться. А нам нужно будет тогда еще сделать мытье рук вот здесь поставить. Все, отлично. Не хватает семена репы. Понятно. Ну, это понятно, что репы не хватает. Потом, так как не хватает, мы просто выкорчевываем здесь все. Это все, то, что они будут выкорчевывать, пойдет на мост. Молодцы, ребята. Срубить дерево. И, кстати, по ходу дела мы можем что сделать? А где молотилка? Молотилка. Стебли льна нет. Семена травы нет. Ладно, тогда это, по-моему, делается вот здесь. Что я хочу сделать? Я хочу высадить камыш. Камыш просто берется вот так и высаживается. Шикарно. Офигенно. Успеем до зимы еще раз собрать камыш, и у нас это даст соломку. Хорошо. Требуется предельня. Давайте сделаем предельную. Предельную пока мы установим куда-нибудь сюда. Посадили у нас здесь капустку. Репка растет и лучок. А, фасоль. Еще и лук же у нас есть. Валуны появились. Это хорошо. Отлично. Далее гравийная дорожка у нас появилась. Здесь мы сразу выкорчевываем все. Давайте-ка срубим деревья. Трупы и бечевка появилась. Что, предельно уже сделали? Нифиг так быстро. Да, сделали. Бечевки нам нужны. А бечевки нам нужно. Ой, как много. Очередь требуется навык качества. Хорошо. А что здесь надо? Солому. Сразу здесь можно штук 100 сделать. Не ошибемся. По-моему, крыша открывается именно когда мы бечевку делаем. Не факт, но по-моему. Так, это сразу надо выкорчевывать все. Выкорчевываем. Ветки еще. Много веток добыли. Мостик небольшой сделаем. Отлично. Ну все, походу все спать пошли. А мы пока подумаем, что нам здесь стоит делать. Давайте пока попробуем. Так, высадить. Здесь репа, здесь капуста, здесь фасоль сейчас высадим. Сразу высадить. Грядка с фасолью сделаем вот так вот. Пока пусть будет. И еще лучок у нас есть. Постройка, стены, пол. А крыши нету. Лето третий день, да, всего лишь. Ну, мы за 3 дня успели переехать. Мост поставили. Построили практически уже домик. Я считаю, мы неплохо идем. Даже вот организовали 3 грядки уже. Это довольно-таки неплохой результат. Потом вообще в целом я считаю, что домик у нас маленький оказался. Как будто нам здесь не хватит. Ну ладно, посмотрим. Может быть еще расширим по ходу дела. Кто смотрел просто мои предыдущие прохождения, я делал большой домик. Там сразу и кухня. Ну, на первое время и кухня была, и лежанки были, и гостевые лежанки были, и тепло там зимой было. В общем, было круто. Здесь я немножко, конечно, смельчил. Ну ладно, попробуем такой экспириенс сделать. Отлично, мост у нас, ребята, готов. Вот такой мостик у нас получился. Угорь. Ну ладно, угорь добывается все равно потихой. Хорошо, все идет неплохо. Сейчас все зависит от Флоренс. Она же у нас ткачиха, да, она у нас ткачиха. И вот сразу множество всяких штучек открылось. Здесь нам нужно сделать еще
еще? Почву. У нас там был лук, по-моему. Так, почву вспахать. Потихоньку обустроили здесь уже место. Шикарно. Здесь примерно вот такое место нужно будет оставлять для прокормки. Отлично, отлично. Вот оно все, ребята. То, что нам нужно, соломенная крыша, соломенная дверь. Давайте посмотрим в идеях, что это нам дало. Кому будет интересно. Соломенная дверь нам нужно было, да, сделать бечевку. Бечевка открывает нам дверь, и бечевка открывает, скорее всего, нам соломенную крышу. Скорее всего, так и есть. Да, соломенная стена и соломенная крыша. Да, бечевки. Поэтому, если хотите быстрее выйти на крышу или соломенные какие-то стены, не забывайте, что это делается через бечевку. Тогда и начнем ложить соломенную крышу. Сделаем вот так. Далее мы сюда... А где окно? Ладно, дверь сюда тоже поставим. Хорошо, все идет шикарнидзе. Угу. О, здесь не так неплохо фасоль-то высадили, но вот здесь почему-то не доработали. Давайте здесь приоритет повысим. И высадим сразу фасоль. Фасоль высаживаем, и у нас открылись окна. То, что нам нужно, окна нужно сделать. Делаем окно, сделаем одно окно здесь, одно окно сюда пусть выходит, и одно окно сюда пусть выходит. Здесь окон не будет. Дверца и вентиляция. Пока нам это не нужно, но в дальнейшем это пригодится. И у нас с едой напряг идет. Конкретный напряг идет с едой. Хотя 11 жареных угрей лежит, но показывает, что еды мало. Это клан Фолк. Это клан Фолк. Хорошо. Так, давайте тогда займемся именно собирательством ягод. Собрать ягоды. Собирают. Пока крышу сделают. Соломы сколько? Солома есть, но не могу сказать, что ее прям много. Поэтому что мы делаем? Мы собираем ее. Собираем здесь. Собираем ее тут. Все, шикарно. Здесь, видимо, нам тоже надо будет сделать мост со временем. Не сейчас. Сейчас нам эти ресурсы пригодятся в дальнейшем. Так, хорошо. Лук. Да, лук. Нет, нету. Странно. Ну ладно, ничего страшного. Лоренц вообще везде все светится, она и стройкой занимается, и, короче, молодчина. Ягоды они собрали, интересно, или не собрали? Собрали. Вот они лежат. 25 ягод у нас. А соли, да, не хватает? Хорошо. Еще для тех, кто новенький, мы здесь можем заниматься охотой. Здесь, видите, лук можем сделать. Здесь у нас есть всякие олени, зайцы, иногда волки приходят. Медведи есть, не знаю, вот сразу я вам показываю. У нас имеются олени. Блин, так далеко, да, находится, видите? Железо очень далеко находится. Зимой его добывать вообще тяжело будет, поэтому его лучше добывать летом. Железа у нас крайне мало, я даже смотрю. Блин, это печально. Это придает хардкорности нашему прохождению. Но железа очень мало. Нам, скорее всего, нужно быстрее выходить в торговлю тогда. Да, только торговля нас может здесь вытащить. Тогда давайте сделаем ткацкий станок сейчас. Где-то тоже здесь поставим его. У нас завершилось строительство нашего домика. Что мы делаем сейчас? Мы делаем вот как. Сделаем пока соломенные лежанки. Раз, два, три, 7, да? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. И одну сделаем для гостей. Это мы сразу уберем, чтобы они не ложились спать, пока не закончат нашу стройку. Обозначаем здесь, выбираем все. И обозначаем приоритет 10. Здесь что-то у нас появилось. Лук появился. Лук нам тоже надо будет сделать на всякий случай. Но сейчас никто строить не будет. Я так понял, да? Почему? Потому что ночь, и они хотят спать. Давайте не будем их мучить. Сделаем вот так вот. 2, 3, 4, 5. Так вот, да? Все, ребят. Они вот так сейчас лягут спать. Сразу толпой пошли, уснули. Ну что, ребят, на этом тогда эту серию мы закончим. Если вы хотите продолжения, ненавязчиво, как говорит Куплинов, я вам напомню, мне необходим от вас знак. Ставьте лайки, пишите комментарии. Ну а вам всего хорошего. Пока-пока.